Боевая система Neverness to Everness построена вокруг динамичного экшена, точного тайминга и глубокой системы элементальных взаимодействий. Несмотря на привычные базовые элементы, атаки, навыки и ультимейты, реальная глубина боя раскрывается через Esper Cycle, то есть цикл Эспера, и правильную работу с реакциями. Парирование. Здесь это не второстепенная защита, а ключевая механика темпа. Успешное парирование позволяет намного быстрее заполнять цикл Эспера, позволяя сразу перейти к элементальным комбинациям. Парировать можно во время атаки, при смене персонажа, с помощью навыков, в воздухе или при падении. Чем стабильнее вы парируете, тем быстрее запускается реакция, и тем меньше враги смогут попасть по вам. То есть нанести урон, фактически. И еще есть контратаки. Это когда цель пытается на вас использовать умение. Таким образом, будет отображаться не в виде красного креста, а в виде кружка. И тут просто нужно или атаковать цель, контратаковать, или использовать цикл Эспера и переключиться на другого персонажа, и тоже будет считаться как контратака, по сути. Сейчас, если получится это показать. Ну, здесь должен был быть уворот сейчас. Если кто-то из них умение использует. Вот она. Видели, только что был кругляшок, и можно было переключиться. Ну, точнее, можно было контратаковать атакой. Бывает еще через цикл Эспера. Цикл Эспера. Командный ресурс. Цикл Эспера — это отдельная шкала у каждого персонажа, которая заполняется атаками, навыками и парированием. Ну и контратаками. Когда шкала заполнена, персонаж входит в активное состояние и может быть сменен для запуска реакции. Важно понимать, цикл Эспера работает на уровне всей команды, а не отдельного героя. Вы постоянно готовите следующего персонажа к выходу в бой. Также у каждого персонажа есть, скажем так, определенная пассивка, которая влияет на цикл Эспера. То есть у каждого персонажа будет своя особенность под реакцией, скажем так. Элементальные реакции. Основа урона. В игре существует 6 элементов, и они взаимодействуют строго по порядку в цикле Эспера. Реакции зависят не от случайного наложения, а от того, какой элемент идет следующим. Каждая реакция выполняет конкретную роль в бою. Цветение — это взаимодействие элемента космоса и анимы, создает объект на поле боя, который периодически наносит урон врагам. Это стабильный источник урона и отличный инструмент в затяжных боях. Дальше у нас колдовство. Это реакция взаимодействия анимы и чар. По сути, она наносит урон в размере 20% от полученного за 12 секунд. То есть сразу мгновенно наносит урон. Дальше у нас идет ожог. Так как у меня нету персонажа хаоса, я просто вот покажу саму реакцию. Вот она, ожог. После запуска цикла Эспера накладывается на цель ожог, наносящий урон со временем. То есть, по сути, это дот. И для этого нужно чары и хаос. Ну и как видите, вот здесь показаны сразу персонажи, которые могут усиливать эту реакцию. В данном случае вот Адлер, он при активации реакции он вешает 3 дебафа случайно. Это или понижение атаки, или сопротивляемость Эспера, то есть элементальным реакциям, или 10% эффективности разрушения. Дальше у нас Нова, у меня опять же нету персонажа хаоса. Опять же, вот здесь вот реакция. После запуска цикла Эспера накладывает новую на цель на 5 секунд. По истечении эффекта цель получает огромный урон психики. То есть, по сути, за 5 секунд записывает урон и потом наносит его в течение 5 секунд. И как видите, опять же, здесь вот Ханиэль, это персонаж, который какой-то бонус получает от этой реакции. Дальше у нас реакция след, это взаимодействие Вакшаны и психики. После запуска цикла Эспера увеличивается урон от этих элементов. И дальше у нас последняя из двойных реакций, то есть 2 элементов. Это Ремора, это по сути дебаф, который уменьшает скорость передвижения цели и скорость атаки. Взаимодействие между Вакшаной и космосом. Дальше у нас тройная реакция. Одна из которых я могу показать, потому что у меня есть персонажи. Называется она зарядка.
Работает таким образом, когда Лебенблум, то есть цветение, поражает цель под эффектом Реморы, предоставляя активному персонажу 10 единиц энергии, по сути. То есть такая вспомогательная регенеративная способность. И последняя реакция, называется Диссонанс, она тройная. У меня персонажей нету подходящих, чтобы полностью показать реакцию, потому вот здесь вот описание ее. Когда цель одновременно находится под воздействием новой и ожога, снижает ее разрушение на определенный процент. То есть быстрее можно вызвать эффект пробития у цели. То есть снижение белой полоски под хп врагов. Пассивные эффекты эспер-цикла. Каждый персонаж обладает пассивным эспер-циклом эффектом, который работает даже вне поля боя. Это означает, пассивки всех персонажей суммируются, реакции усиливаются в зависимости от активного героя. Команда функционирует как единый механизм. В НТЕ важен не лучший персонаж, а лучшее сочетание эффектов. Боевая система Neverness to Everness строится на 3 вещах. Парирование как источник темпа, цикл Эспера как основная ротация, элементальные и трио реакции как главный урон. Если вы не планируете реакции, вы теряете половину потенциала. Если вы не используете трио эффекты, вы проигрываете в дальнейших боях. Если не думаете о пассивках, команда никогда не раскроется полностью. Neverness to Everness это не экшен про скорость нажатия, а про контроль, порядок и синергию. Освоив элементальные реакции и трио эффекты, вы перестаете играть персонажами по отдельности и начинаете управлять всем боем целиком.